Друзья, всем привет! С вами снова я, Ольга, врач-эндокринолог, и мы продолжаем разговаривать про гормоны. А именно сегодня мы с вами обсуждаем, как надпочечники, конкретно кортизол, может влиять на массу тела. Может ли сделать он нас толстыми или наоборот худыми? Может ли он сделать нам больше жировой ткани, чем если бы его было немного? Это все мы сегодня разберем. А еще я вам покажу уникальный, интереснейший кейс, как в нашем проекте оказалась девушка с избытком кортизола именно в виде болезни, то есть это синдром Кушинга. И покажу, какой был ее прогресс в снижении веса за время проекта. Ну что, начинаем. Итак, во-первых, хочу начать с того, что кортизол – это безумно важный гормон. Если у человека забрать весь кортизол, долго он не проживет. Поверьте мне, он регулирует огромное количество различных функций. Одна из важнейших, жизнеподдерживающих, это регуляция давления. Без кортизола не будет адекватного артериального давления. Как, впрочем, и с его избытком оно будет повышенное. Обмен глюкозы, иммунитет, катаболические, антианаболические эффекты. Это основные его эффекты, за которые его постоянно ругают. А конкретно часто кортизол обвиняют в том, что мы никак не можем набрать мышечную массу или мы никак не можем избавиться от жировой. Один из самых главных врагов похудения. Так ли это? Сегодня будем говорить. Итак, мы знаем, как я уже сказала, что основные его эффекты – это катаболический и антианаболический. То есть распад и препятствие образованию. Со стороны жирового обмена имеет место липолитический, то есть расщепление жира в тканях, угнетение образования жира в печени, но стимуляция образования жира и его перераспределение в центральную часть туловища и лицо. Также кортизолу приписывают стимуляцию аппетита. Можем ли мы измерить уровень кортизола в крови? Да, безусловно, можем. Мы можем прийти в лабораторию, увидеть там в бланке кортизол крови, прийти его и сдать. Но даст ли нам это хоть какую-то практическую, адекватную, корректную информацию, которая поможет нам с этим что-то сделать? Нет. Сейчас объясню почему. Уровень кортизола в течение суток отличается в разы. Он безумно вариабелен. Наверное, вспоминаете аналогию с пролактином, да? Ритм кортизола подчиняется нашему жизненному биоритму, то есть как мы проснулись, как мы поели и так далее, не говоря уже о стрессе и других факторах, которые влияют на него. От человека к человеку он тоже будет разный. Эти скачки, эта вариабельность, они тоже будут разными. Одна точка измерения не даст нам никакой корректной информации. Ну вот, например, мы видим, что вот здесь есть естественный пик кортизола. Сейчас я его обведу. Вот он, да, самый высокий. Обычно это момент утреннего пробуждения. Потом он начинает стремительно падать. Соответственно, в какой момент мы сходим в лабораторию, такую цифру мы и увидим. То есть сходим мы через час, можем увидеть еще более-менее высокий уровень, сходим мы через 2 часа, можем увидеть где-то вот здесь вот уровень. Да, понервничали, он снова может быть повышен и так далее, и так далее. То есть в целом, если переводить на более привычные единицы, увидеть цифру 600, 700, 800 вот в этом моменте, это вполне себе типично. И потом его снижение. Пришел человек сдать анализ, видит он цифру 400. В другой день он может увидеть цифру 600. Нам это ни о чем не говорит. Более того, как вы уже заметили, я люблю показывать на примере различных болезней, которые существуют в организме человека, именно эндокринных заболеваний. Я вам сейчас продемонстрирую, почему утренний анализ крови может быть совершенно непоказательным. Посмотрите, пожалуйста, на график слева. Вот это у нас норма. То есть это ритм секреции абсолютно здорового человека, нормальный ритм секреции. А вот это болезнь. Это синдром Кушинга, то есть
болезнь, которая представляет из себя избыток кортизола. Это неконтролируемая секреция гормона кортизола ввиду болезни, ввиду реальной патологии. То есть, посмотрите, вот в этих точках они пересекаются, и даже утренний кортизол у нормального человека, у здорового, может быть выше, чем у человека с патологией, с опухолевой патологией. Да, несомненно, мы часто видим у пациентов с синдромом Кушинга, хотя часто тут, наверное, неудачное слово, это крайне редкая патология, но мы можем наблюдать, что у них уровни утренние выше, чем в среднем у людей. Но, тем не менее, вот таких ситуаций, которые демонстрируют утренний кортизол абсолютно нормальный, но синдром Кушинга есть, такие ситуации даже в моей практике встречались, но и в целом в литературе это частое явление. Еще раз. Утренний анализ крови на кортизол абсолютно неинформативный. Я напоминаю вам, как создается норма лаборатории. Лаборатория приглашает, грубо говоря, 1000 условно здоровых людей. Смотрят на них и думают: так, вы выглядите здоровыми, посмотрим-ка мы ваш кортизол. Немножко забегая вперед, сразу вам скажу, вероятность, что среди этой 1000 будет хоть один Кушинг, сводится практически к нулю. Соответственно, 2,5% здоровых людей с одной стороны и 2,5% здоровых людей с другой стороны, их показатели отрежут. И вот мы видим какой-нибудь референс лаборатории 680. Человек сдает кортизол, видит 685, и все, у меня повышен кортизол. Нет, друзья, это абсолютно некорректная формулировка. Вы, кстати, можете закономерно спросить, может быть, вам станет любопытно, как же мы тогда определяем, у кого есть болезнь, а у кого нет, если цифры вот такие вот одинаковые. У нас есть специальные диагностические пробы. Мы блокируем выработку кортизола собственную и смотрим, если заблокировалось, все хорошо, болезни нет. Если не заблокировалось до достаточного уровня, да, мы дальше человека обследуем, предполагаем, что болезнь у него есть. Хорошо. Теперь ближе к насущному, к тому, что нас постоянно окружает. Итак, хороший кортизол или плохой? Раньше в соцсетях было модно кортизол все-таки обвинять, позиционировать его как что-то плохое, негативное, как гормон, который мешает нам нормально, комфортно жить, который мешает нам худеть и так далее. Но вот в последние годы тенденция сменилась. Появилась в интернете такая патология, как синдром усталых надпочечников, и нам начали наоборот говорить, что кортизол должен быть более высоким, тогда мы будем более адаптированы к стрессу. Все это на самом деле имеет мало общего с реальной медициной, но тем не менее. Вот такое, да, как представлено на слайде, мы можем наблюдать в различных пабликах и соцсетях. И что же на самом деле представляет из себя значимый избыток кортизола? Опять повторюсь, как я уже сказала, что есть заболевание с реальным избытком кортизола. Синдром Кушинга. У него бывают некоторые разные причины, но я не хочу усложнять сегодняшнюю тему. Вы просто должны понимать, что это очень-очень много кортизола, неадекватно много, которого не должно быть. Это не просто так. Сбились тонкие настройки, надо подправить. Это реальная болезнь, которая инвалидизирует, которая тяжело переносится. Как же выглядит человек с синдромом Кушинга? Ну, в основном это вот так. То есть, что мы видим у данного человека? Мы видим лунообразное лицо, румяные щеки, симптом называется матронизм, жировые отложения, вот здесь вот холка, горб бизона, высокое кровяное давление. Как я уже сказала, что кортизол – это один из основных игроков в регуляции давления. Катаболические эффекты, кровоподтеки, тонкая кожа, плохое заживление ран. Красные, но они обычно такие темно-фиолетовые, широченные струи, то есть растяжки. В основном ожирение в области живота, как мы уже сказали. И что характерно для этих людей? Тонкие руки и ноги. Помним про перераспределение жира. Как это выглядит в жизни, а не на картинках? Итак, еще раз смотрим. Да, то же самое, только на фотографиях реальных людей. Мы видим, пожалуйста, тонкие руки и ноги.
мы видим ожирение в абдоминальной области, да? Мы видим тот самый горб, мы видим изменение формы лица. То же самое с данной женщиной, да? Форма лица, как она была до лечения и после. Мы видим диспропорциональную фигуру. Здесь уже талия у нас, меньше жировых отложений в абдоминальной области. И что самое главное, что все-таки синдром Кушинга – это чаще всего сочетание патологий. То есть часто сопутствует гипертония, диабет, остеопороз. Об этом еще сегодня скажу. То есть вот он, вот такой вот он человек с избытком кортизола. А еще вот такой. Такие как будто более запущенные случаи, но опять же, вот те самые стрии, да, которых мы там не увидели. Вот она форма лица, фотографии из интернета, сразу говорю. Мужчина, нетипично, очень выраженное абдоминальное ожирение, очень. При этом посмотрите, какие тонкие ножки. И такой вроде бы более типично выглядящий в популяции мужчина, особенно вот спереди. Да. Но сбоку опять же мы видим горб, мы видим стрии, мы видим выраженное абдоминальное ожирение. И тоже посмотрите, немного жира абсолютно на ногах, абсолютно немного. Вот так вот они выглядят, наши пациенты с болезненным избытком кортизола, когда у них болезнь уже протекает сколько-то лет. В общих чертах, буквально в 2 словах, расскажу немножечко. Болезнь Яценко-Кушинга, например, это одна из причин, которая ведет к данной патологии. Посмотрите, частота. 39 случаев на миллион. 39 на миллион. То есть это в городе с населением 5 миллионов будет 200 человек. Я думаю, что в Санкт-Петербурге, ну, я не думаю, точнее, наверное, где-то 200-300 эндокринологов, не знаю, сколько точно, вот по одному человеку на эндокринолога будет. Ну и плюс другие варианты синдрома Кушинга, которые тоже не более часто встречаются. Как я уже сказала, это обязательно ряд симптомов еще. К большому счастью, большая редкость. Заболевание достаточно тяжелое, оно еще и рецидивирует, то есть возвращается. Вот покажу кейс, который как-то недавно на конференции эндокринологического научного центра демонстрировал лектор. 25-летняя пациентка. Ну, то есть, чтобы вы просто себе представляли, как вот реально выглядят эти пациенты с избытком кортизола, чтобы в следующий раз, завидев какие-то истории-пугалки о том, какой у вас большой кортизол и так далее, вы ориентировались. Итак, девушка действительно жаловалась на прибавку массы тела. При этом в 25 лет, посмотрите, ну не такая уж массивная девушка, давление 150 и 100. Это очень высокие цифры, нетипичные для такого возраста, даже для людей вот, ну, с таким ожирением, по крайней мере. В основном-то ее симптоматика начала беспокоить с нарушением менструального цикла. То есть у нее 4-5 месяцев не было менструаций, была прибавка массы тела, ей диагностировали вот болезнь Яценко-Кушинга. У нас есть такой врачебный ресурс, на котором пациенты или врачи могут получить советы очень опытных и уважаемых специалистов в области эндокринологии в частности. И вот я там как-то наблюдала беседу. Это вот к теме этого слайда сейчас покажу покрупнее. Вот он. Прошу прощения за свои каракули. Один из пациентов на форуме дотошно обращался к Галине Афанасьевне Мельниченко. Это наш очень глубоко уважаемый эндокринолог, один из главных эндокринологов страны. Говорил, что именно вот от кортизола, из-за того, что он увидел какое-то небольшое повышение в анализе, его неспособность снизить вес. На что Галина Афанасьевна ему ответила, что если не кормить самого что ни на есть тяжелого Кушинга, он похудеет. И там она дальше привела пример, как мужчина в их центре имел индекс массы тела 18, потому что ел 2 кусочка хлеба в день и чем-то он там чаем запивал или что-то еще. Вот. Соответственно, наша задача сегодня с вами рассмотреть проблемы избытка кортизола у людей, у которых он многократно превышает норму. И в соответствии с этим сделать выводы. Будет ли тогда
проблема у тех людей, у которых, предположим, он не так многократно превышает норму. Ну вот он сколько-то повышен. Посмотрим. Вот основные вопросы. То есть в чем причина ожирения, потому что мы видим, что эти пациенты действительно набирают вес. Как бы худели пациенты с синдромом Кушинга до и после лечения. Это тоже интересно. То есть гипотетически они должны худеть медленнее или меньше. И, соответственно, если мы действительно видим, что пациенты с Кушингом чаще страдают ожирением, то виноват ли сам кортизол, сама молекула кортизола, является ли в этом смысле зловредной? Естественно, этим вопросом, конкретно последним, интересуемся не только мы. То есть вопрос, может ли сам кортизол быть первичным в ожирении, даже не при болезни, а вот у нас с вами, у не имеющих синдрома Кушинга людей. Может ли сама молекула кортизола быть зловещей и набирать наш жир фактически из воздуха, ну или из минимального колоража? Ну, вот тут достаточно сложные механизмы описаны, я их сейчас скажу по-простому. Когда обследовали людей с ожирением и без, выяснили, что в принципе глобальной разницы, ну вот в общем, чтобы на всех она экстраполировалась, ее нету. То есть люди с ожирением и без могут иметь совершенно нормальные уровни кортизола, сопоставимые, ну тут какой-то строгой связи не выявили. Но внутри клеток он может активно преобразовываться, то есть вот кортизон, предшественник, активно преобразовываться в кортизол благодаря определенному ферменту. Вот здесь говорили мы, да, про фермент висцеральный, точнее показывала в висцеральных тканях. Итак, соответственно, предположили, что раз в висцеральной ткани много этого фермента, там много кортизола, и вот этот кортизол делает нам висцеральное ожирение. Ну и решили проэкспериментировать и заблокировать этот фермент у мышей. И что наблюдали? Вот у меня текстом выводы продублированы на русском. Наблюдали, что перекорм вызывал совершенно одинаковый набор веса у мышей, у которых был заблокирован фермент и не был. То есть разницы в наборе относительно висцерального ожирения и так далее его не было. То есть молекула сама кортизола, она не формирует жир из ниоткуда. Вот единичная молекула кортизола, да, то есть самостоятельно не формирует этот избыток жира. Потом решили на людях провести работу, обнаружили, что гормон роста тоже способен этот фермент снижать его активность, да, то есть блокировать, и вводили его людям с морбидным ожирением. В общем, введение не способствовало никак уменьшению жировой ткани. Вот так вот. Соответственно, обнаружили, что нету подтверждений, что у людей с ожирением есть избыток кортизола, вот у всех повсеместно, хотя некоторые связи были выявлены, я это расскажу в конце вебинара. И блокировка фермента, превращающего кортизон в кортизол, тоже не помогла. Тем не менее, мы продолжаем видеть, что у пациентов с синдромом Кушинга действительно часто наблюдается избыток веса. Как нам это все соединить? К концу вебинара ситуация прояснится. Например, оценили 17 детей, которые вот в одном из центров за 20 лет наблюдались. У всех было увеличение веса. Кстати, опять же, да, обратите внимание на частоту. За 20 лет они пронаблюдали всего 17 детей. У всех есть избыток веса. Дальше. Если пациента с синдромом Кушинга лечить, то есть удалить источник этого избытка кортизола, мы видим, что масса тела действительно снижается, и масса жировой ткани действительно снижается. Вот вес перед операцией 90 кг в среднем, и через 6 месяцев, ну, грубо говоря, 80, то есть 10 кг в минус. Опять несостыковка, да? То есть сам по себе не делает избыток, но при этом мы видим, что пациенты худеют после лечения. Посмотрим, что еще есть.
Еще одно исследование про лечение. Количество жировой массы после хирургического лечения опять снижается. И в среднем на 8 килограмм. Ну, в общем-то, неплохой результат, да? Согласитесь, вот здесь вот отмечаем. Количество жировой массы снижается. Опять мы наблюдаем, что разрешая избыток кортизола, снижая кортизол до нормы, жировая масса уменьшается. Еще одно исследование, более свежее, оно рассматривает разные причины синдрома Кушинга и как менялись люди через год после излечения. Здесь у нас сравнение, правда, по индексу массы тела. Ну, в общем-то, вот, пожалуйста, мы видим, что вот разница есть на единицу через год, на 3 почти единицы и почти на 2. То есть везде пациенты снижают массу тела. Хотя, обратите внимание на такой момент, вот здесь даже нигде нету индекса массы тела больше 30 среднего. Очень часто люди, когда смотрят именно на тучных, очень тучных людей с индексом массы тела 40-45, почему-то представляют, что вон там где-то должен быть синдром Кушинга. А вы обратите внимание, здесь нигде за 30 не выходит. Здесь масса тела до 90 в среднем, ну понятно, что где-то больше есть, но в среднем 90. То есть 90 это, конечно же, ожирение, но это не 130-140 килограмм тучного человека, да? Тоже присмотритесь к этому. Хорошо. Вопрос. Бывает ли избыток кортизола у худых людей? То есть мы вроде бы выяснили, что есть там какие-то предпосылки, что вроде бы у людей с избытком веса тоже бывает повышение, но вот у худых бывает? Да, бывает. У пациентов с анорексией хронически повышенный кортизол. Посмотрите на выделенный фрагмент. Уровни кортизола при анорексии, здесь две группы анорексии, 22-25, Кушинг 30 в среднем. И контрольная группа по похожему возрасту, индексу массы тела, да, и так далее. Хотя тут с анорексией, вру, не похожий индекс массы тела. Ну, в общем, набрали контрольную группу, у них кортизол 13, просто здоровые люди. Соответственно, мы видим, что у пациентов с анорексией кортизол в 2 раза выше, чем в норме. И даже близится где-то там к цифрам, которые в среднем были у пациентов с Кушингом выявлены. Интересное наблюдение, да? Но это пациенты с анорексией, без болезни. Гиперкортицизма я имею в виду. Итак, мне кажется, мы запутываемся. Распутаемся. Вот один из случаев, конкретных с фотографиями, которые мне удалось найти. Посмотрите, 65-й год. Под цифрой 1. Портрет пациентки из личного архива, где она весит 61 килограмм. Далее она попадает в клинику с анорексией. Ее вес 28 килограмм. Вот здесь она весит 28 килограмм. Ее лечили по поводу анорексии, и в 1971 году она попадает снова в клинику, но попадает уже с рядом симптомов, в числе которых еще и повышение артериального давления до 160 и 120, очень высокие цифры для молодой женщины весом 48 килограмм. Обратите внимание, вот здесь вот на фото 3 девушка весит 48 килограмм. От синдрома Кушинга ее лечат. И после операции через год она весит 47,4. То есть, друзья, вот здесь между 3-й и 4-й фотографией 600 грамм разница. Вес практически не изменился, несколько изменился процент жира и его перераспределение. Когда я подойду к разгадке, у вас все логически устаканится в голове. Случай анорексии не единственный. Синдрома Кушинга таких случаев на самом деле немало мне встретилось. Вот те, которые были более показательны с фотографиями, я выбрала, чтобы вам показать. Вот мальчик, например, на фото. Попал он в клинику с анорексией. Что случилось? У его тети был недавно диагностирован синдром Кушинга.
И он очень боялся растолстеть, как тетя, потому что тетя сильно растолстела. И решив, что он быстро набирает вес, он стал есть очень мало. Ну, в общем, такая типичная анорексия. После работы с психологом он стал есть больше и набрал вес. Как он стал выглядеть после набора массы тела? Обратите внимание, да, не исключено, что вот уже вот здесь вот, посмотрите на ручки тоненькие, на ножки тоненькие и не совсем, так скажем, впал в живот. Уже есть признаки того, что, вероятно, у него здесь уже мог быть гиперкортицизм. И вот как выглядел мальчик, когда набрал вес. Опять же, совершенно нормальные руки-ноги. Основная часть жира сосредоточена в области живота и лицо. У мальчика диагностировали синдром Кушинга, прооперировали мальчика. И вот получается, что через 1,5 года он выглядел следующим образом. Ну, тут еще половое созревание, тут, конечно, не как взрослого человека оценивать, который уже сформировался. Ну, вот, в общем-то, тем не менее, то есть какого-то безграничного там ожирения у мальчика нету, есть перераспределение. И еще один интересный кейс, где пациентка в крайне уже тяжелом состоянии, с тяжелой анорексией, поступила в больницу. Посмотрите, вот эта пациентка с синдромом Кушинга. Вот этот вот человек имеет синдром Кушинга и анорексию. Какие тоненькие ручки-ножки. При этом, ну, какая-то часть абдоминального жира все-таки сохраняется. В общем, мы приходим к выводу, что вот прямо из воздуха или из какого-нибудь рациона на 300-500 калорий кортизол сам по себе ожирение не сделает. Дальше интересный момент. Вот такая интересная работа мне попалась. Наблюдали за пациентами, которым сделали бариатрическую операцию. Что такое бариатрия? Это операции на желудке. Для того, чтобы люди с очень выраженным ожирением похудели после этого. И вот через какое-то время, когда за пациентами наблюдали, обнаружили, что изначально в группе у 16 пациентов не был диагностирован синдром Кушинга. Ну, то есть пропустили у них избыток кортизола. Вот было очень любопытно посмотреть, как же худели эти люди, да, и как потом складывалась их жизнь. Так вот, средняя потеря веса у этих людей была абсолютно аналогична литературным данным в среднем. То есть, если литературные данные это где-то 40 килограмм, то средняя потеря веса у пациентов с синдромом Кушинга вот здесь составила 43 килограмма. То есть, это было, по-моему, полгода наблюдения после того, как сделали операцию. Поясню на всякий случай, что пациенты после бариатрии худеют исключительно за счет снижения поступления калорий. Все, никаких других причин. Мы видим, что они одинаково худели, но набирали вес они быстрее. В среднем почти 12 килограмм за 2,5 года. Когда средние значения у людей, не больных синдромом Кушинга, за 5 лет около 9 килограмм. При этом у этих пациентов, даже после похудения, вот у больных пациентов с избытком кортизола, сохранялись зачастую, то есть гипертония, диабет сохранялись. Не у всех, но частично сохранялись. То есть здесь уже от избытка кортизола никуда не денешься. Ну вот, посмотрев на такие моменты, видимо, решили проанализировать, а может быть, мы пропускаем много людей, у которых ожирение и синдром Кушинга. Может быть, надо их всех проверять на этот синдром. И, в общем-то, сделали несколько вот таких работ. Ну, например, вот здесь из 150 человек целых 14 имели синдром Кушинга. Это очень много, это очень высокий процент. Кстати, специально подчеркнула, чтобы вам продемонстрировать, что я вас не обманываю. Вот просто ожирение. Смотрите, средний уровень кортизола 10,2. И синдром Кушинга 9,4. То есть значение меньше, чем в норме. Среднее, естественно, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но так или иначе. Напоминаю, утренний кортизол не надо сдавать. Итак, здесь из 500 пациентов с морбидным ожирением ни одного пациента с синдромом Кушинга не было. Из 500 человек с ожирением более 40 индекс массы тела. 369 пациентов, снова ни одного синдрома Кушинга.
Ну и, в общем, решили руководствующие документы написать следующим образом, что всех на синдром Кушинга обследовать не надо, но если мы видим какие-то характерные симптомы, то обязательно обследовать. А это именно гипертония, как я уже сказала, особенно в молодом возрасте, стрии, сахарный диабет и так далее. Ну, то есть, если у врача появился дополнительный повод подозревать, что есть болезнь, значит, мы обследуем. То, о чем я говорила в начале. Пытались установить какие-то строгие взаимосвязи, у всех ли пациентов, например, с ожирением будет повышение кортизола или нет. Ну и вот есть такие исследования, которые показывают, что в процессе похудения, например, у людей снижается уровень кортизола, как это бывает со многими другими показателями, да, то есть сначала идет вес, за ним кортизол, а не наоборот, кортизол, а за ним вес. Но есть и другие работы, которые показывают, что вот после 6 месяцев диеты не было никаких, например, особых изменений в уровнях. Там, краткосрочные, долгосрочные результаты особо не показывают вот прям четкой корреляции, что четко кортизол снизится там, или повысится при повышении веса. Ну вот эта работа мне показалась интересной, что, например, посмотрели 45 детей с ожирением, кто потерял вес, и 109 детей с ожирением, кто не потерял. И когда сравнили их показатели крови, то увидели, что те, кто похудел, у них снизились показатели значительно кортизола, а в то время те, кто не похудел, у них ничего не изменилось. Опять же, да, не даем себя запутать, друзья. Итак, мы видим, пациенты с Кушингом действительно часто имеют ожирение. Пациенты с избытком кортизола при этом, да, те самые пациенты, худеют так же, что и без избытка у них одинаковая скорость со здоровыми людьми похудения. Дальше. Пациенты с синдромом Кушинга, которые страдают анорексией, не толстеют от взгляда на печеньку, да, то есть они выглядят, в принципе, как стандартные анорексики. Пациенты с анорексией, да, еще вспоминаем, имеют повышенные уровни кортизола. Итак, как же это все уложить и понять? А на самом деле ответ на поверхности, и он очевиден. Вот эта великолепная работа, спасибо авторам, что она есть, оценивала пищевое поведение пациентов во время активной болезни и после лечения. И посмотрите, что они обнаружили. После того, как у пациентов снизился уровень кортизола после лечения, у них снизился уровень потребления энергии, у них снизился уровень голода, у них повысился уровень удовольствия от еды, у них повысился уровень насыщения, у них снизилось желание сладкого. Соответственно, после лечения они похудели, то есть масса тела закономерно достаточно, я считаю, выраженно снизилась. То есть это такой не очень длительный период был наблюдения, вероятно, снизится дальше. То есть их пищевое поведение значимо менялось. Значимо. Цифры, причем не на единицы отличаются, можете потом посмотреть. Есть еще интересные работы на здоровых людях, когда людям вводят большие дозы аналогов кортизола. В течение 4 дней, например, контролировали, как изменится пищевое поведение. Присутствовал плацебо-контроль, то есть одним давали аналог кортизола, другим пустышку. Так вот, к концу эксперимента группа, которой давали аналог кортизола, ела в среднем на 4500 килокалорий. Ну, вы уже представляете, какие это цифры большие. Группа плацебо на 2,8. Огромная разница, просто огромная. Вот интересные короткие наблюдения за спортсменами. Большие дозы преднизолона в течение недели. Тоже есть плацебо-контроль. Вот в этом эксперименте нет значительной разницы в массе тела. Уровень потребления килокалорий, они пишут, даже, там снизился на копеечку. Смотрите, к какому выводу мы приходим. Я вам показываю людей с анорексией, да, какой у них был вес. Мы помним ту женщину, у которой он практически не поменялся, поменялось лишь распределение. Мы помним того худенького мальчика с синдромом Кушинга, ту женщину с анорексией. Соответственно, люди, которые в целом за своим питанием следят,
тем или иным образом. Понятно, что там это болезненное слежение, но вот спортсмены, они все-таки высокоорганизованные. И здесь, по крайней мере, спортсмены обследовались, наблюдались, которые ежедневно занимаются по несколько часов, да, то есть это профессиональные спортсмены. У них, как правило, есть рацион, они не едят ad libitum, соответственно, ожидать какого-то значимого изменения в их поведении не стоило. В нашем проекте совершенно случайно в этом потоке участвовала девушка, у которой был выявлен диагноз синдром Кушинга в момент ее прохождения. Она отметила, что значимо набрала вес 4 года назад после родов, особенно в области живота. 2,5 месяца соблюдала план питания без срывов, хорошо все исполняла, что говорил куратор, минус 8 килограмм. Это при том, что у нее был свежий перелом костей стопы и гипс. То есть, вот фотография, мы уже видим, да, знакомые очертания, как выглядят пациенты часто в такой ситуации. Я акцентирую, да, что она не испытывала какие-то невероятно высокие нагрузки. Она имела такой же темп похудения, как и все остальные участники, то есть в ее ситуации не было ничего сверхвыдающегося. Это еще раз подтверждает те данные, которые вы уже получили, да, что похудение осуществлялось равно. Вот. На самом деле работ, которые оценивают молекулу кортизола как фактор влияния на пищевое поведение и так далее, их много разных. Все эти работы, их очень сложно однозначно интерпретировать. То есть берут анализ на какие-то молекулы, пытаются соотнести с каким-то поведением. Ну вот я прочитала несколько обзоров, ну, точнее большинство, которые мне удалось найти, связанные с кортизолом и пищевым поведением, и, в общем-то, вот такие выводы я могу вам озвучить из них, что у некоторых людей, кто переедает, ну как-то импульсивно переедает, подъедает, у них действительно могут наблюдаться более высокие уровни кортизола, чем у неподъедающих. Но при этом мы с вами помним, как сложно оценивать, как субъективен параметр кортизол крови, а в основном его оценивают так. При стрессе кортизол выше и тянет на переесть вкусненькое. Вот в некоторых работах было так. При этом ограничивающее поведение, то есть когда человек вот хочет шоколадку и не ест ее, да, оно тоже способствует повышению кортизола и скачкам каким-то кортизола. Тоже наблюдалось такое в работах. Мы видим, что при анорексии очень высокий уровень кортизола, но от него не толстеют и не отекают. Дальше, у переедающих с ожирением, ну, как бы вроде как показалось исследователям, более реактивная надпочечниковая система, система реагирования кортизола. Но, в общем-то, непонятно, что причина, а что следствие. То есть из-за переедания это или переедание вследствие, да? Вот. А в некоторых исследованиях и вовсе вообще никакие связи не нашли с кортизолом и пищевым поведением. Поэтому позволю себе эксперт opinion, то есть сказать вам о собственных выводах, которые я сделала на основании изученного материала, на основании своих базовых знаний, на основании своей практики. Мы точно знаем, что кортизол повышается в ответ на стресс. Это 100%. Стресс может вызвать склонность к перееданию. У большинства людей переедание случается вследствие каких-то эмоционально нестабильных ситуаций. Большинства. Ограничение в питании тоже может быть стрессом, тоже может вызвать повышение кортизола. То есть здесь уже у нас ряд противоречий формируется, если бы мы хотели подтвердить гипотезу, что кортизол виноват в ожирении. При стрессе реагирует не только кортизол, но то, что он реагирует, это жизненно важно. Это наша адаптация, без которой мы не выживем. Вот. А в регуляции аппетита играют роль огромное количество разных соединений. Огромное. Кортизол может быть одним из игроков на этом поле регуляции аппетита, но он будет только одним из многочисленных игроков. И гораздо больше там играют нейромедиаторы, наша психика, наши привычки и так далее. Гораздо больше. Вот. Сам по себе кортизол напрямую не вызывает ожирения, то есть сама молекула кортизола не сделает жир из меньшего количества еды или из воздуха, но к повышению аппетита может вести и, несомненно, ведет к перераспределению жира.
Если жестко диетить при избытке кортизола, то мы видели, что анорексики спокойно себе худеют. Ну и практический совет: ни в коем случае не зацикливаться на цифрах кортизола. Не надо их сдавать, чтобы там что-то контролировать. Если вы сдадите один раз, увидите 600, другой раз увидите 500, это вообще не будет означать, что он снизился. Возможно, вы пришли просто в чуть разное время от момента пробуждения, да, или, возможно, ваш ритм немножко по-другому сыграл от внешних факторов. Это нам не говорит ни о какой динамике от слова совсем. А заниматься своим ментальным здоровьем и стресс-менеджментом – это действительно нужно. То есть нужно отталкиваться от этого, не от того, какая там цифра кортизола в анализе бланка. Если она высокая, значит, мне надо отдохнуть. Если надо отдохнуть, надо отдохнуть. Надо отдохнуть достаточно, надо отдохнуть вовремя, ну и, соответственно, конечно же, надо заниматься своим mental health, да, обязательно. Вот. Желаю вам того самого ментального здоровья, хороших уровней кортизола. Вот. Всего хорошего, мы еще встретимся.